Добрый день, друзья мои! С вами обзоры и тесты от Бородача. И я продолжаю рассматривать проблемы мужской силы и мужской слабости, проблемы мужского здоровья. И сегодня в продолжении общеобразовательной темы мой рассказ про лечение простатита. Простатит – это проблема мужчин, в основном старше 45 лет, но бывает и моложе. Лично у меня он был диагностирован в 28. Я его успешно пролечил, успешно занимаюсь его профилактикой, и он меня уже много-много лет не беспокоит. Но, как я говорил, к сожалению, простатит – это болезнь неизлечимая. Если она у вас появилась, то она будет с вами навсегда. Можно только приглушить ее симптомы, сделать ее незаметной, чтобы она не доставляла никаких проблем, но полностью излечить не получится. В этом видео я расскажу вам общие рекомендации по лечению простатита, расскажу, как врачи-урологи лечат простатит, и как эти самые врачи зарабатывают большие деньги на доверчивых мужичках. Расскажу, как лично я лечил простатит. Как всегда, я рассказываю простыми словами, понятными самому обычному человеку, у которого нет медицинского образования. И надеюсь, что профессиональные медики меня за это простят. Я твердо считаю, что так будет намного лучше. Итак, поехали! В прошлом своем сюжете я рассматривал такие вопросы, как что же такое, собственно, простатит, почему он возникает. В этом видео я немного повторю, чтобы было понятнее в будущем. Ни для кого не секрет, чтобы вылечить простатит, надо избавиться от его причин. Итак, что же это за причины? Во-первых, переохлаждение задницы, самая распространенная причина. Во-вторых, общее ослабление иммунитета. В-третьих, малоподвижный образ жизни, особенно сидячий образ жизни. В-четвертых, это курение и алкоголь, вредные привычки. В-пятых, это неправильное питание. Шестое, это отсутствие регулярного секса. И седьмое, большое количество половых партнеров. Вот все те причины, которые вызывают простатит. И, собственно, на этом видео можно было бы, наверное, и заканчивать. Устрани причину, уйдет и простатит. Здесь все понятно. Но, тем не менее, есть пара интересных моментов, о которых я сейчас как раз и буду рассказывать. Напомню, друзья, что рассматриваем мы здесь такое явление, как хронический простатит. Это вялотекущее заболевание, оно то обостряется, то стихает, а с острым вас сразу увезут в больницу на скорой помощи и уже обратно не выпустят. Так вот, что же бывает, когда простой мужичок приходит на прием к врачу-урологу и ему диагностируют хронический простатит? Простатит – это болезнь коммерческая. Она не столько страшная, сколько ее страшно преподносит. Изо всех щелей из телевизора, с радио нас пугают, что простатит, импотенция, рак, скорее лечитесь. И мужичок, напуганный до смерти, готов отдать любые деньги, чтобы от нее избавиться. Но врачи, конечно, готовы прийти на помощь и за эти самые большие деньги выписать ему кучу процедур, огромный список ненужных лекарств, которые в большинстве случаев не помогают. Могу лишь сказать, какие процедуры нужно делать обязательно. Причем они абсолютно бесплатны, если, конечно, вы делаете их в государственной клинике. Это сдача на анализ сока простаты и УЗИ предстательной железы. Если вам выписали лечение без этих процедур, то перед вами не врач, а простой коммерсант. Только по результатам этих анализов можно поставить диагноз, ну и назначить лечение. Дальше, значит, врачи, как правило, назначают антибиотики. В большинстве случаев они бесполезны, но можете, в принципе, пропить один курс, лишним он не будет. Мне назначали антибиотики не в таблетках, а в уколах. Это более эффективно, но тоже совсем не обязательно. Ну а дальше врачи, как правило, назначают кучу дорогостоящих лекарств. С каждого выписанного рецепта они имеют свой процент, так что нужно это учитывать. Не стоит особо этому верить. Особенно если вы видите какие-то препараты, которые рекламируются по телеку. Это простой развод лохов на деньги. Лекарства от простатита, которые использую я, либо вообще бесплатные, либо стоят сущие копейки. Но об этом как раз сейчас и будем рассказывать.
Итак, исходим из причин простатита, устраняем их и тем самым избавляемся от болезни. Хоть вы будете каждый день глотать по 2 пригоршни дорогостоящих лекарств, ходить на какие-то там дорогостоящие процедуры, без устранения причин результат у вас будет нулевой. Это я вам обещаю. Я знаю, что многие мои рекомендации не понравятся некоторым людям, но мне насрать, понравится вам или нет. Хотите лечитесь, хотите не лечитесь, это ваше дело. Я абсолютно бесплатно даю вам рабочие рекомендации, которые многократно проверены, но остальное это дело вашей личной ответственности. Самая первая и самая важная рекомендация для профилактики простатита – это не переохлаждать задницу. Что это значит? Когда вы переохлаждаете задницу, либо ноги, простата простужается, в ней начинают весело размножаться бактерии и простатит обостряется. Какие здесь рекомендации? Не сидеть на холодном, не промачивать ноги и носить одежду или обувь в соответствии с погодой, то есть утепляться. Эту рекомендацию нужно соблюдать всегда и всем. По-другому никак, это 100%. Дальше, значит, рекомендация номер 2 – это вредные привычки. Естественно, все понимают, что курение и алкоголь хреново действуют на весь организм, но на простату они действуют особенно. Особенно курение. Курение простату просто убивает. То есть вот именно эта рекомендация, я думаю, многим не понравится. Но если вы курите, забудьте про лечение простатита, у вас ничего не получится. Лично я почти 2 года уже не курю. За этот период у меня ни разу не было никакого обострения простатита. Ну и потенция еще серьезно улучшилась, такой вот бонус. Так что, друзья, думайте. Рекомендация номер 3 – это физическая активность. Простатит, как правило, это болезнь людей с малой физической активностью или с сидячей работой, например, водителей. Отсюда вывод – добавить физической активности. Я не призываю заниматься серьезно спортом, хотя было бы неплохо, но ходить на работу и с работы пешком, подниматься по лестнице на свой этаж тоже пешком, а не на лифте, ходить в магазин пешком, а не на машине, делать 2-3 минуты в день зарядку – это по силам даже полному дебилу. Так что думайте. Ну еще хорошая вещь – это упражнение Кегеля. Посмотрите в интернете, что это такое. Здесь я рассказывать не буду, это долго. Я, наверное, когда-нибудь сниму про это отдельный ролик, так как вещь стоящая и очень рабочая. Суть этих упражнений – это гонять кровь в малом тазу, чтобы там не было застоя. Именно застой провоцирует простатит у людей, у которых малоактивный образ жизни. Я лично делаю их очень часто, когда мне делать нечего, когда я скучаю, где-нибудь сижу, например, в машине чего-то жду, или смотрю телек, самое время их поделать. Это очень просто, не занимает никаких сил, не отнимает, не занимает много времени, так что упражнение Кегеля рекомендую всем. Далее рекомендация номер 4 – это регулярный секас. Для того, чтобы простата нормально функционировала, нормально работала, ей надо регулярно выплескивать и обновлять свое содержимое. Иначе образуется застой и простатит. Врачи рекомендуют заниматься секасом не реже, чем 1 раз в 4 дня. То есть примерно 2 раза в неделю. Если у вас нет женщины, можете, конечно, заниматься секасом с рукой, но я вам этого не говорил. Ну и 5-я рекомендация. Это правильное питание. Здесь каждый понимает по-своему, но суть одна. Нашему организму нужны полезные микроэлементы, витамины, а всякое говно, которое отравляет наш организм, нам не нужно. Я думаю, каждый примерно для себя представляет, что же все-таки такое правильное питание, а что же такое неправильное питание. Далее последняя рекомендация номер 6 на сегодня – это лекарства и витамины. Для нормального функционирования нашего организма неплохо бы на постоянной основе пить какие-нибудь хорошие витаминные комплексы. Я уже много раз показывал и рассказывал, какие витамины пью я. Я не призываю их пить, но тем не менее рекомендую. Витамины Optimen американские. Отличные витамины. Помимо всего прочего, они еще хорошо действуют на потенцию. Ну и дальше. Лекарственные средства, точнее растительные средства, такие как индийский спеман. Это просто бомба для лечения всех мужских болезней.
И простейшее средство аптечное экстракт конского каштана или его аналог препарат Эскузан. Это для расширения сосудов. Тоже вот так вот отлично помогает. Причем все эти средства, в отличие от того, что выписывают обычно врачи-урологи, стоят просто копейки. Ну, может быть, витамины немного дороговато, но можете любые другие пить, которые подешевле. Используя вот эти самые простейшие рекомендации, о которых я говорил, которые использую я сам, вы можете вполне успешно заниматься самостоятельной профилактикой простатита, так что он вас больше никогда не побеспокоит. Теперь рассмотрим то, что обычно назначают врачи. Только, пожалуйста, не надо проходить это лечение самостоятельно, без назначения врача, потому что можно себе навредить. Во-первых, врачи обычно назначают антибиотики. Они могут помочь, могут нет, но в принципе один курс пройти можно. Либо в таблетках, либо в уколах. Но будьте уверены, что если вы не будете выполнять вот эти самые рекомендации, которые я говорил, через неделю все вернется назад. Дальше. Второе, что обычно врачи назначают, это сок простаты крупного рогатого скота. Либо в свечах в задницу, либо в уколах. Тоже можно пройти. Курс этот не сильно дорогой, но каких-то больших результатов от него ждать не приходится. Третье, что обычно врачи назначают, это Сиалис в дозировке 5 мг курсом 1 или 2 месяца. Рабочее средство, хорошо расширяет сосуды, профилактика простаты, профилактика простатита тоже присутствует от этого. Ну и плюс, на эти 1-2 месяца вы почувствуете себя в постели настоящим мачо. И четвертое, это массаж простаты или другие какие-то физиопроцедуры. Они кому-то помогают, кому-то нет, причем стоят они обычно больших денег, так что решайте сами, нужны вам они или нет. Без назначения врача не применяйте, можно себе навредить. К тому же массаж простаты можно отлично заменить теми же самыми упражнениями Кегеля, причем абсолютно бесплатно. Ну что же, друзья, вывод, который я хочу сделать, довольно-таки простой. Простатит – это не такая серьезная болезнь, как нам часто преподносят. Ее можно вполне успешно лечить самостоятельно и заниматься самостоятельно ее профилактикой. Для этого надо выполнять те рекомендации по здоровому образу жизни, которые я говорил. Для тех же, кто не хочет выполнять эти рекомендации, у меня плохая новость. У вас не получится вылечить простатит. Какие бы таблетки вы ни пили, какие бы вы процедуры не проходили, если эффект будет, он будет только временный, и через очень короткое время все вернется назад. Так что думайте сами, решайте сами. Ну а на сегодня это все. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Все, всем пока, и да пребудет с нами сила Тадалафила.